Последняя новость. Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается валить из своей страны из-за угрозы покушения. Лукашенко раньше говорил, что за власть не держится, и если народ захочет, чтобы он ушел, то он без вопросов заберет портфель и покинет пост президента, но, как показывают последние события, это вовсе не так. Лукашенко вцепился в свою власть. Он приходил на митинги и почти с угрозами отвечал недовольным на их претензии. Когда народ вышел, начались жесточайшие стычки между мирными жителями и силовыми структурами, которые, кстати, заранее начали готовиться к такому ходу событий. По мне, так это означает, что господин Лукашенко подозревал, что люди увидят и раскусят нечистоту выигранных выборов. Наш источник с середины августа находился на территории Белоруссии и передавал нам очень ценную информацию касательно того, насколько жестоко силовые структуры относились к своим гражданам. То зверство, которое происходило, не должно случаться в цивилизованном государстве. Цели у протестующих были следующие: проведение честных выборов, освобождение политических заключенных, отставка президента Александра Лукашенко, расследование обвинений сотрудников правоохранительных органов в чрезмерной жестокости и насилии. Но президент Белоруссии реагировал весьма странно, он выступал с неоднозначным мнением, в буквальном смысле угрожая своему же народу, что меры для разгона протестующих будут самыми жестокими. Отмечу, что народ такого рода высказываний не испугался и стоял на своем до конца, что во многом и послужило причиной отставки Лукашенко, который попросту не смог выдержать давление, ведь диктатура в современном обществе никем не приветствуется. Также легитимность выборов отказались принимать практически все страны Европы, тем самым показав Лукашенко, что дальнейшие экономические и политические отношения между странами не смогут получиться. Как думаете, кто займет пост президента Белоруссии? Делитесь своим мнением в комментариях. Не так давно наш источник сообщил нам, что отставка Лукашенко произойдет в скором времени, но эта отставка будет сделана специально, чтобы на пост президента поставить приближенного к Александру человека. Речь идет, конечно же, о сыновьях, их трое: Николай, самый младший, Дмитрий, средний, и Виктор, старший. Информатор поведал, что, скорее всего, пост займет старший сын Виктор, хотя предпочтение у Лукашенко, конечно же, к Николаю, но он еще очень молод. Сейчас Виктор Лукашенко занимает пост помощника президента Беларуси по национальной безопасности, а также является членом Совета безопасности Беларуси. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Как думаете, смог бы справиться с такой должностью Виктор? Лично я думаю, что вся семья Лукашенко должна оставить свою работу в административной структуре, потому что, как говорится в поговорке, яблоко от яблони недалеко падает. Возвращаясь к истории с митингами, то мы предлагаем выслушать репортаж непосредственно с места события от нашего корреспондента. В основной день голосования на дорогах Минска были замечены колонны техники, автозаки, водометы, автобусы с силовиками. 9 августа, сразу после окончания голосования, на одном из национальных телеканалов были объявлены результаты экзит-пола, согласно которым Лукашенко набрал около 80% голосов. Это объявление вызвало массовые протесты на всей территории Белоруссии. Протестующие обвиняли власти в фальсификации итогов выборов в пользу действующего президента. В ночь с 9 на 10 августа участники акции в Минске построили баррикады из мусорных баков. Для разгона собравшихся ОМОН применил светошумовые гранаты и водометы. По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, 10 августа, опасаясь провокации и покушения на жизнь, сотрудники правоохранительных органов вывезли Светлану Тихановскую в Литву, где в это время уже находились ее дети. По словам Ольги Ковальковой, доверенного лица Тихановской, у Светланы не было выбора. В следующие 2 дня происходили столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся массовыми избиениями, уничтожением собственности. Сотрудники МВД проводили массовые задержания, в том числе лиц, не участвовавших в протестах, подростков, журналистов, медиков. Против граждан применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули и в некоторых случаях огнестрельное оружие, что, по мнению главы ИСК Ивана Наскевича, было оправдано нарушениями общественного порядка со стороны демонстрантов, при этом были пострадавшие с обеих сторон. Выпущенные задержанные свидетельствовали об издевательствах и пытках.
В результате, по состоянию на 15 августа, было убито 2 протестующих, более 200 было ранено, около 100, по словам их близких, пропали без вести. С 11 августа начались забастовки на некоторых белорусских государственных предприятиях с требованиями прекратить пытки в отношении задержанных, привлечь виновных к ответственности, провести честные выборы. Самые массовые акции протеста в стране прошли 16 августа, когда в центре Минска собралось, по оценкам оппозиционных СМИ, около 400 тысяч человек, а по всей Белоруссии – больше миллиона человек. 23 августа состоялась повторная массовая акция, в которой, по оценке оппозиционных СМИ, участвовало до 250 тысяч человек только в городе Минске, а по официальной версии МВД – до 20 тысяч человек. 8 сентября появилась информация, что власти Белоруссии разработали план выхода из кризиса, изменения Конституции и проведения новых выборов к 2022 году. Светлана Тихановская заявила, что при Лукашенко конституционная реформа невозможна. Она выдвинула 13 октября ультиматум и потребовала от Александра Лукашенко уйти в отставку до 25 октября, призвав в случае невыполнения к общенациональной забастовке. 26 октября на некоторых предприятиях страны началась забастовка, продолжились протесты студентов и работников ПВТ. Путин дал комментарии об уходе Лукашенко после разговора с самим Александром Лукашенко. Он сказал, что Александр находится в подавленном состоянии. Он злится на то, что народ не оценил его трудов. Однако Лукашенко отметил, что он еще не успел воспользоваться своим положением, чтобы обеспечить всех членов своей семьи. Поэтому некоторые родные злятся на него за то, что он не успел позаботиться о них. Путин сказал, что у него есть возможность взять Лукашенко на скрытую должность в России. Никто не будет знать о том, что он сбежал в Россию. Государство в лице Путина выделит ему зарплату в размере 100 миллионов в год, а также дом в Сочи. Лукашенко сказал Путину, что пока не намерен так легко сдавать позиции и собирается использовать государственный аппарат, который до сих пор почти полностью находится под его контролем. На что Путин ответил ему: «Саш, я понимаю, трудно отказывать от власти, я и сам вот не очень хочу, если тебе понадобится какая-то помощь, ты обязательно говори». Официально Путин прокомментировал возможный уход Лукашенко с поста президента и рассказал причины, которые послужили этому. Александр Лукашенко заявил, что он хочет уйти от власти. «Я поддержу любое его решение», — сказал Путин. Также он сказал, что на нынешнего президента Беларуси обрушилось большое количество агрессии со стороны уроженцев Беларуси, появилось огромное количество недоброжелателей, также посыпаются вечные угрозы в адрес Лукашенко и его семьи. По словам Путина, белорусский президент переживает, боится за родных ему людей и не готов подставлять близких под шквал бесконечной агрессии со стороны протестантов и готов покинуть пост президента в ближайшее время. Но кто будет следующим лидером? Возможно, к власти придет Тихановская, но все это пока что остается неизведанной загадкой для нас. Остается лишь ждать и наблюдать за происходящим. Но как показала нам вся эта история, то люди выходили на улицы не зря, они добились своего. Спасибо за просмотр.